Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Перед началом каждой работы перебираю лоскутки и невразумительные обрезки и думаю, сразу все выкинуть или хотя бы попытаться хоть что-то сделать. Попытка не пытка, как говорил товарищ Берия. Из всей кучи обрезков отобрала ткани зеленой и коричневой расцветки. Все, что было. Зеленая плотная камуфляжная ткань, трикотаж, тонкий шелк, мелкие узкие обрезки. И еще есть трикотажные кусочки. Это выпады кроя черного и ярко-красного цвета. И какой приличный дизайн можно из этого придумать? Голь на выдумку хитра. Для начала переберем все эти тряпочки. Для работы мне нужны квадратики размером 10 на 10 сантиметров. Не обязательно, чтобы они были идеально ровно выкроены. Можно резать примерно на глазок, даже если они получаются немного уже или со срезанными углами. Ничего страшного. В наш сегодняшний коврик можно зашить все остатки даже самой неправильной формы. Готовим место для работы за швейной машинкой. Для того, чтобы края полотна лежали ровно, на одной плоскости с игольной пластиной воспользуемся специальным приставным столиком, который я сделала самостоятельно. В качестве основы коврика возьмем очень плотную крепкую ткань, чтобы она не растягивалась и не деформировалась. Коврик хочу сделать полукруглым. Детали квадратики складываем пополам, затем мысленно делим на 3 части и загибаем края, так, чтобы получился такой клювик. Пришивать к основе мы будем широким краем. Есть очень много вариантов и сворачивания этих заготовок, и технологии нашивания. На своем канале я показывала вариант из тонких тканей, которые нашивала от центра. Перед началом работы посмотрим на ткань основы, которую будем использовать. И лучше сразу же обработать края под гибкой или косой бейкой. Но у меня ткань очень плотная, не сыплется. Буду шить так. Открою секрет. Это кусок рекламного плаката. Внешний край коврика сделаем из плотной камуфляжной ткани. Сворачиваем клювики, прикладываем к основе острием наружу и прошиваем на швейной машинке. Получается очень много слоев ткани. Поэтому сразу же установите крепкую острую иглу. В процессе работы ткани поправляйте, укладывайте их так, чтобы не было очень толстых соединений. Первый ряд клювиков нашьем по всему периметру. Второй ряд заготовок будем нашивать так, чтобы они закрывали пустые места и промежутки между деталями. Расстояние между рядами определяйте сами опытным путем. У меня первые ряды получились через 5 миллиметров. Последовательность рядов, их цвет зависит от вашей задумки и от количества материала, который у вас есть. Обычно в такой технике начинают шить от центра, укладывая детали клювиками внутрь. При таком способе контролируем размер коврика. Когда зашьете все лоскутки, можно и остановиться. Если шить от краев к центру, есть опасность, что просто-напросто не хватит ткани и работа приостановится. А вообще,
Этот способ хорош тем, что можно сразу же избавиться от огромного количества самых разных лоскутков и обрезков. Кстати, здесь не обязательно использовать новые ткани. На плотную основу можно шить кусочки от старой одежды, футболок, постельного белья. Сами видите, какие ткани у меня в работе. Это плотный камуфляж, тонкий шелк, а черные кусочки – это трикотаж. Детали сворачиваем и сразу пришиваем. Вы видите, они немного топорщатся. Именно это придает дополнительную декоративность. Работа эта не быстрая, кропотливая, для трудолюбивых, рачительных хозяек. Конечно, гораздо легче купить готовый коврик из синтетики в магазине и не заморачиваться. Когда доходим до середины, уже становится сложнее прошивать. Красная ткань – это футболочный трикотаж, выпады кроя. Если мешает уже отшитый край, его можно свернуть трубочкой. Середину коврика можно закрыть полоской ткани, сложить вдоль пополам, собрать по краю на нитку, сформировать завиток и вшить его внутрь нашего коврика. Да, аппетитный кусочек арбуза. Всегда думаю, что меня так тянет среди ночи к холодильнику. А теперь поняла, это магнитики притягивают. Вот такой дизайн у меня получился в виде арбузной дольки. Но что делать, если под рукой были ткани именно такого цвета? Размер 50 на 80. Он очень плотный и теплый. И сшит из хлопка, натурального волокна. Просыпаясь утром и вставая с кровати, уж лучше чувствовать под ногами теплый натуральный хлопок, а не бездушную синтетику. Человек – это часть природы, и хочется окружать себя натуральными материалами. В общем, я довольна. Очень удачно пристроила эти лоскутики, а то они очень долго ждали своего часа. А теперь еще послужат, принесут пользу в виде коврика, а не просто сгниют на помойке. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте классы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!